Всем привет! Сегодня видео будет далеко не стандартным, а именно я расскажу вам о переключателях от Vuchu VS Switch Series и дополнительно о Marandi. Каждый из вас сможет найти те, которые вам понравятся больше всего, так что присаживайтесь поудобнее, ведь смазать 300 переключателей и смазать 300 переключателей за 6 часов — это разные вещи. Все тесты будут проводиться на Ike Aurora Miza от тех же Vuchu. Я позаимствовал эту клавиатуру у своего друга, и она чертовски хороша. Клавиатура имеет гаскет маунт строение, фликскаты, которые я, разумеется, проклеил малярной лентой для большей объективности тестов, так как звук с ними несколько рассеивается. И да, кейс выполнен из отлитого поликарбоната. Итак, билд для теста будет следующим. Все стойки с гаскетами, латунный вес, силикон на дне корпуса, свитчпады и шумка между платой и плейтом из порона, стабилизатор от C3 Equals, а также 3 плейта из пластика, латуни и алюминия. Чуть не забыл, кейкапами выступают EPBT BOF из PBT пластика. В целом про серию VS. Практически все из них обладают нейлоновым топ и ботом хаузингом и помп-стемом, за исключением VS Quartz и VS Marandi. Все переключатели имеют отличный прилюб, правда некоторые из них бывают недостаточно смазанные, но стоковый звук меня крайне радует. У всех переключателей позолоченные лифы и пружины, но главным отличием всех переключателей является разный вес пружин, и если говорить про тактильные, то сила бампа. Нельзя сказать, что все переключатели имеют существенные отличия по звуку. Основная суть скорее заключается в тактильных ощущениях при печати, то есть в весе и скорости возврата стема. Разумеется, я детально постараюсь объяснить особенности каждого из них. Также стоит отметить, что вся линейка данных переключателей обладает двумя отверстиями в хаузинге, которые влияют на звук. Если объяснить более конкретно, то делают звук более тихим. Но кроме Marandi, так как они не входят в основную линейку и данными отверстиями обделены. Тест отверстий на Haimu свитчах делал вот этот ютубер, ссылочку на видео где-нибудь прикреплю. И для тех, кто пока только начинает разбираться в переключателях, я поясню некоторые понятия, которые я использую в этом ролике. Бамп – это тактильное ощущение от сопротивления в тактильных переключателях. Хаузинг – это верхняя и нижняя часть корпуса переключателей. Stem — это подвижная часть, на которую насаживается кейкап. Double Stage — двухуровневые пружины с более равномерным весом нажатия. И Long Pole — удлиненный стержень стема. Поздравляю, теперь вы окончили базовые курсы по переключателям. Сертификата не будет. Ну а теперь перейдем к самому интересному. А именно, обзору линейных переключателей. Желтые Vuchu уже однажды появлялись в моих видео, и это субъективно самая приятная пружина по весу. Они не ощущаются тяжелыми и не ощущаются чересчур легкими. Благодаря Double Stage пружине у них очень быстрый старт для нажатия с дальнейшим уменьшением скорости. Сила нажатия до ботома составляет 53 грамма. Я использую эти переключатели уже месяц на своей основной клавиатуре, и они меня вполне устраивают. Единственное, что в этих переключателях не идеально, так это их плавность, потому что присутствует небольшой эффект скретча, хотя это вполне простительно.
После смазки ощущение скретча значительно снижается, и в итоге мы получаем приятное мягкое звучание. Для данных переключателей я больше предпочитаю PalmPlate, так как он придает крайне приятный глухой звук. Следующие переключатели это VS Red. Для тех, кому нравятся тяжелые переключатели и четкие отсечки, то этот вариант точно для вас. Пружина здесь стоит Double Stage с весом в ботами 67 грамм и длиной в 22 миллиметра. Из-за пружины они немного звонче, чем желтые, и, соответственно, в верхней точке ощущается более отчетливый удар в ботами, в отличие от других линейных переключателей Vuccio. Хотя, опять же, единственное, чем они отличаются от VS Yellow, это тяжелой пружиной. Ощущения от печати совершенно другие, они ощущаются значительно тяжелее и звонче. Создается определенное понимание, что пружины действительно оказывают серьезное влияние как на ощущения от печати, так и на звук. Смазав данные переключатели, они стали более приглушенными, но и при этом более плавными. Решать вам, хотите вы более четкие отсечки или большую плавность. Для этих переключателей я выбираю алюминиевый плейт, потому что он делает отличный акцент на отсечках. Следующие переключатели это VS Quartz. Кварцы сильно выбиваются из общего списка по ряду причин. Во-первых, их материала. Весь корпус выполнен из поликарбоната, а вот стем из прозрачного нейлона. У них довольно тяжелая даблстейдж пружина весом 60 грамм.
И данная пружина здесь стоит неспроста, потому что если бы пружина была легкой, то стем начал бы залипать в корпусе свитча. Значительно чаще, чем сейчас. В целом это напоминает стирание с доски для маркеров губкой. В определенные моменты он начинает не то чтобы скретчить, а скорее залипать, и лично я не совсем понимаю, как это грамотно пофиксить. Я настоятельно не рекомендую использовать данные переключатели в стоке, но это не значит, что не рекомендую использовать их в принципе. Данные переключатели не стоит смазывать Crytek 205, так как они приобретут так называемый эффект слагиша. То есть медленный возврат стема, и это так же неприятно, как и отсутствие смазки. Смазывать их можно 105 маслом и 106. Не оверлюбайте кварцы, наносите масло тонким слоем. Пожалуйста. Стемы здесь тоже сложно назвать стандартными, а если точнее, то их направляющие. На них расположены вырезы, которые позволяют меньше соприкасаться с хаузингом, соответственно, меньше залипать. После смазки они звучат просто превосходно, скретч полностью отсутствует, и по уровню плавности они даже могут потягаться со следующими переключателями. В целом это переключатели, которые отлично подходят к клавиатурам, у которых упор на подсветку. Звук у них невероятно чистый и одинаковый как в нижней, так и в верхней точке. Да и на удивление, они довольно тихие. Вес у них ощущается чуть тяжелее, чем у Маранди, о которых вы услышите следующими, однако ощущение тяжести складывается не от пружины, а от материалов корпуса. После смазки они мне невероятно понравились, плавные и приятные, хоть и возврат так и не стал быстрым. Едем дальше, ха-ха. Как я и сказал ранее, следующий Маранди. Маранди я могу смело называть одними из самых плавных, что я встречал. В них хорошо все, от плавности до пружины. Вес в нижней точке составляет 60 грамм, длина пружины 18. И их плавность сложно назвать чем-то неожиданным, так как материалами хаузингов является POM. А вот стемом выступает также очень плавный материал UPE. Ну а если по-русски, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Стоит отметить, что у Маранди есть диффузоры для более яркой подсветки. После смазки они стали еще приятнее.
Ощущаемый вес сложно назвать тяжелым, благодаря плавности они ощущаются где-то грамм на 50-55 в ботами. И для повседневного использования это просто великолепно. Для этих переключателей больше всего подходят звонкие плейты, так как на помплейте они звучат довольно глухо и грустно. Ну а теперь мы плавно переходим к тактильным переключателям, которые меня не оставили равнодушным. Хотя раньше я несколько презрительно относился к тактилкам. Пожалуйста. Ну а первыми на очереди среди тактайлов являются Heavy. Это для меня первые тактильные переключатели, которые мне понравились. И я даже начинаю понимать, за что их можно любить. Очень плотный бамп, что невероятно приятно. В данных переключателях стоит 22-мм одноуровневая пружина на 45 граммов ботами, а тактильный бамп чуть больше 70. Помимо этого у них отличается Total Travel, составляя 3-3,2 мм, и ощущаются они дико круто. Кстати, весь сценарий был написан именно на них. С учетом того, что тактилки я трогал эпизодично и не особо понимал их прикола, в этих переключателях мне нравится все. Стемы данных переключателей при смазке желательно не сваливать в одну кучу, так как на ножки, за счет которых и получается бамп, попадает смазка, поэтому звук отдельных может перестать быть равномерным. Однако, со временем смазка распределяется. После смазки они становятся тише, и я даже жалею, что мы решили их смазать. Ну, все ради контента. К этим переключателям, по крайней мере лично мне, больше заходит латунный плейт. С ними звук становится максимально отчетливым, таким прям вот, ну, мощно. Ладно. Ну а следующими являются Браун. Эти тактильные переключатели имеют более легкий тактильный бамп, его можно назвать D-образным, но также есть еще одно небольшое отличие. Когда на Heavy Tactile бамп ощущается прямым и резким, то на Браунов он ощущается значительно мягче и не таким быстрым. Сама отсечка значительно слабее. Также отличием этих переключателей является Double Stage пружина в 22 мм и весом в ботами в 55 грамм, благодаря которой нажатие ощущается плавнее с точки зрения веса и отсутствия ощущения падения после бампа. Да и тактильность здесь составляет 63 грамма. Помимо этого, глубина нажатия около 3,8 мм, в отличие от Heavy тактайлов.
Если вы хотите более четкие тактильные ощущения и отсечку, то берите Heavy. Если вам наоборот хочется более мягкой печати, то стоит присмотреться к Брауну. Ну а по звуку они слабо отличаются. С этими тактилками я бы сочетал глухой плейт, то есть POM или наиболее распространенный поликарбонат. У меня его нет. Ну а теперь предлагаю перейти к последнему виду переключателей, а именно Silent. Silent переключатели от Wushu — это отдельная история, и их основные отличия от большинства подобных переключателей — это отсутствие резиночек на стемах. В основном для Silent переключателей используются демпферы в виде резиночек, чтобы снизить шум и удар о нижний и верхний хаузинг. Однако из-за наличия силиконовых демпферов внутри можно добиться не самого приятного ощущения при печати, а именно силикон может начать немножко хлюпать. Также важно отметить, что долговечность силикона не самая лучшая, так как со временем он может либо развалиться, либо сохнуться. Также фирменные отверстия в нижнем хаузинге дополнительно глушат звук переключателей. VS Silent Linear. Да, данные переключатели не похожи ни на одни из других Silent переключателей за счет строения. Кроме других Silent переключателей от Haimu. Стоковая пружина имеет длину в 15 мм и весом в ботоме в 63,5 грамма. Их строение очень сильно отличается от стандартного, у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. Так как в ботоме звука вообще нету. Это удивительно с учетом, что демпфером выступает, так скажем, пластиковая ножка. Но вот верх более громкий, чем низ, так как имеет меньший демпфер на стеме. В стоке они тихонькие, как мышки, то есть шуршат. Это даже не скретч, это просто шуршание. После смазки шуршание стало заметно слабее и тише. Собирал бы я тихую клавиатуру именно на глухих плейтов. Никаких люмов.
никаких латуней, только пом или поликарбонат. Ну и последними в списке являются VS Silent Tactile. Честно сказать, они мне не особо понравились. Поэтому я даже про них рассказывать не буду, да? Поэтому я о них ничего не буду говорить, да. В угоду того, чтобы тактильные переключатели были сайлентами, их бамп становится значительно мягче. Ну, это не то чтобы плохо, но лично мне не особо нравится. Пружина у них точно такая же, как и у Silent Linear. 15 мм, с одним уровнем и весом в ботами в 63,5 грамма. Довольно своеобразные, на мой взгляд, переключатели, так как они перестают быть настолько же сайлентами, как могут быть предыдущие линейки. Из-за бампа они становятся как громче, так и усилие для нажатия повышается. Помимо этого они заметно шуршат и пингуют в стоке. Но пингует не сама пружина, а ее лиф. Ну и вот их тайпинг после смазки. В данный переключатель я бы порекомендовал добавить смазку на ножки. Да, это странно, да, нельзя, но я вижу в этом даже необходимость, так как призвук лифа, который есть и в других тактилках, не слышен, так как они не silent. Прям вот тоненький слой и будут отличные тактильные сайленты. Ну или уже не такие тактильные. Blade также только пом для наибольшей тишины. В общем, кому нравятся тактильные переключатели и кому нельзя шуметь в офисе или ночью, то это отличный вариант для вас. Ну что ж, хотелось бы подвести определенный итог по всем переключателям. Vuchu Studio имеют свое видение на то, какими должны быть свечи. Они не делают свечи из кучи разнообразных материалов, которые даже выговорить сложно. Double Shot Pom TPU Plate Mount. И главными особенностями являются их пружины, которые и оказывают влияние на звук. И это очень интересное решение. Было бы иррационально делать топ этих свечей по той причине, что все переключатели крайне уникальные по тактильным ощущениям. Но лично я могу выделить те, которые мне понравились больше всего. Heavy Tactile, который я отныне и впредь буду использовать при написании сценариев. Silent Linear, который идеально подходит для ночного гейминга или ночных сценариев. Ну и Marandi. Отличные повседневные свечи. Свечи от Vuchu Studio я могу порекомендовать абсолютно всем. И разумеется, в будущих билдах я буду использовать переключатели, которые мне понравились. Каждый из вас сможет найти тот свич, который подойдет именно вам. Ну, а если у вас нет денег на такие свечи, то можете посмотреть мое видео о том, как мы модифицировали клавиатуру за 1500. Зачем?
Просто так. Единственное, о чем я жалею, что у меня нету Икки, потому что она реально классная.